Разрази меня гром, пиратская бухта снова на канале. И давайте-ка вспоминать, чего мы тут делали и чего нам еще предстоит сделать. Так, я вот помню, это у нас второй пиратский лагерь, где мы уже можем, так сказать, собирать гуано, и этим занимаемся. Занятие, конечно же, странное, потому что посеешь, что и пожнешь, как говорится, да? Но без этого в игре порох не сделать, а без пороха здесь, конечно, будет сложновато. Будут постоянно приходить враги и драть нам жопы. А этого мы не хотели допустить. Поэтому производство настроено. Но я помню, что серия прошлая закончилась на том, что нужно было здесь как-то оптимизировать процесс, да. И посмотрите, у нас нет бродяг. Бродяги, я напомню, это те ребятушки, которые у нас без работы сидят. А, судя по всему, у нас все заняты, вообще шея взмыленная. Бегают, носятся, суета, короче, полная в этих лагерях. Здесь старый лагерь наш. В нем вообще все в порядке. Каменотесы у нас тут есть. Склад. Эль. Ну, в общем, производство еды. Все хорошо. Так. Ну что ж, давайте тогда будем как-то развиваться и смотреть, чтобы кризиса у нас не было. Пока у нас лояльность хорошая, по 100% у обоих лагерей. Вот, но, конечно же, со сплоченностью есть некие проблемы. Но пока вроде бы стало чуть-чуть больше, чем в прошлой серии было. И будем надеяться, что хотя бы выше 50 удастся нам сегодня дойти и закрепиться. Ладно, погнали. Так, давайте-ка посмотрим. Вот у нас собиратель гуано здесь работает на полную. 24 гуана отправляется в пороховой завод. Пороховой завод, в свою очередь, делает из угля и гуано порох. Так, но у меня здесь есть вопрос. Так, это у нас кто? Это лесопилка на горе. Так, и углежок у нас тоже здесь присутствует вместе с лесником. Так, и склад, да, все. На склад мы тогда должны носить, наверное, порох или что? Вот у меня здесь, конечно же, вопрос возникает. Груда добычи, изучить груду добычи. Пороха нет. Конрата возвращается, есть ущерб. И, конечно же, корабль нужно починить. Так, можно улучшить доторговый причал. Производство ресурса не налажено. Сначала нужно открыть торговый причал. Эта постройка у нас не открыта. Будет это чуть позже. Так, управление экипажем. Давайте нам, пока столько человек не нужно, сделаем 10. И вот у нас 5 человек освободилось. И сейчас мы, соответственно, можем кого-то, может быть, даже назначить на соответствующие постройки. Там, где у нас людей не хватает. Ага, здесь, в таверне, нет никого. Носильщики не назначены. Вот, соответственно, вот отсюда мы будем носить. Да, и вот один человек здесь у нас уже пошел. 4 пока чилит, отдыхают. Что ж, это неплохо. Так, есть камбус. Похлебка в достатке у нас. И остальные продукты не открыты пока в данный момент. Суповая кухня. Да. Так, есть малая пушечная башня. Здесь у нас двое сидят, но пока без дела, потому что неоткуда носить порох. Порох еще не готов, что странно. Так, ну вот, все, мы настроили цепочку поставок. И сейчас человек побежит, чтобы пополнить запасы. Наконец-то моя родная таверна. Итак, нас грубо прервали. Продолжим беседу. Рамбульон нам говорит. Нам нужно всем вместе придумать цель на будущее. Так, здесь нам показывают какую-то картинку. Сидят они в лагере внутри пещеры. Но сперва нам стоит определиться со своими принципами, что для одного пирата благо, для другого зло. Чего мы хотим от жизни, капитаны? Некоторые из нас жаждут славы. Другие мечтают обрести влияние и построить империю. Третьи — покорить моря. Четвертые же просто хотят разбогатеть. У пиратов есть разные способы достичь величия, на любом выбранном пути нас ждут 5 великих испытаний.
Мы создадим собственное наследие и превратим этот остров в настоящее пиратское логово. Так, ну и смотрите, у нас появилась ветка развития. Здесь у нас есть 4 варианта: слава, империя, Южный Крест и богатство, да? И здесь мы, соответственно, двигаемся 5 испытаний на каждом пути. Так, и плюс есть еще список заданий и есть побочные задания. Пока их нет, но они здесь появятся. Так, есть Феникс в бегах. Феникс просит нас тайно перевести его, что может пойти не так. Что ж, посмотреть компас. Слава, империя, мореходство и богатство — 4 попутных ветра к пиратскому успеху. Каждое направление сулит нам особую судьбу и уникальные награды. Ну да, вот она, ветка самая достижений. Мы можем выбрать один путь и следовать ему до конца. Или попробовать достичь всего и сразу. Выбор за нами, но успех нужно заслужить. Так, и значит, посмотреть задачи, давайте. Нужно выполнять сложные задачи, чтобы попутные ветра несли нас вперед. Только так мы станем настоящими пиратами. Давайте выполнять задачи и получать достойные награды. Так, ну и смотрите, вот эти самые 4 ветки. И сейчас у нас ветка богатства позволяет нам наладить эффективные транспортные маршруты в пункт назначения кампус. Мы вроде бы это уже выполнили, поэтому есть какая-то награда. Так, значит, транспортные маршруты теперь 15 нам нужно, это следующее будет. Ачивка: увеличить выпуск продукции, выпивка до 100. Мы пока делаем 19, да, то есть нам нужно либо больше, либо больше зданий, либо больше зданий. Либо больше зданий плюс включить аврал. В общем, здесь с задачами более-менее понятно, но в компасе есть еще одно, значит, задание. Золота много не бывает, станьте самыми состоятельными пиратами 7 морей. Грабежи, контрабанда, поиск сокровищ в древних храмах. Для приумножения богатств все средства хороши. Доступные очки принципов, потрачено 0. Значит, выполняйте задачи богатства, чтобы заработать очки принципов. Потратьте их в меню компаса, чтобы открыть дополнительные награды. Ну вот, короче, у нас есть 1 очко здесь, в этой ветке. И мы можем выбрать что-то одно. Воздушный подъемник нам станет доступен. Это типа зиплайн, я так понимаю. Или нет? Усиление. С каждым рангом увеличивается емкость источника волокна. Следующий ранг увеличивает объем ресурсов в залежах на 25%. Листорез открывается нам. Значит, здесь торговый пост. Запасайте ресурсы на торговом посту, чтобы продавать их за монеты. Так, ну я не знаю насчет воздушного подъемника. Значительно ускоряет перевозку грузов по любой местности. Так, торговый пост выглядит интересно. Ну и, конечно же, источник волокна тоже выглядит интересно, хотя с волокном мы пока что еще не сталкивались, да? Так, ну, давайте откроем торговый пост. Вот так надо зажать, подержать. Угу. Так, и, соответственно, здесь что-то улучшается. Так, ну получается, что вроде бы все. Компас теперь можно закрыть. Задача ясна. Ну что ж, друзья, за дело. Похоже, мы окончательно освоились, отныне нам предстоит расширять свое поселение, изучать неведомые дали и следовать нашим принципам, чтобы превратить наш остров в настоящий пиратский рай. Приступим, и нам дают 5 очков сплоченности. Так, судя по всему, вступительная такая обучающая кампания завершена. И дальше, я думаю, что мы уже сами по себе. Видимо, так. Так, события сообщества, враждующие негодяи, ссора 2 пиратов разделила наших людей на 2 лагеря. Что будем делать? Итак, не все пираты ладят друг с другом. Мы стараемся, чтобы вся наша команда, вся наша община жила в согласии, но ссоры неизбежны. Спор 2 пиратов перерос в перебранку, а потом в настоящую вражду, расколовшую и остальных жителей острова. Так, значит, если мы настоим на своем, мы потеряем очки сплоченности, я этого допустить не могу. Остаться в стороне. 4 человека у нас уйдет.
и попробовать достичь компромисса. 21 золотая монета, но у нас 690, это самое, как говорится, меньшее из 3 зол. Давайте сейчас сделаем это. Как раз для этого и составлялось соглашение. Внимательно изучив пиратский кодекс, мы находим пункт, подходящий для этого случая, если толковать его достаточно широко. Объяснив свою точку зрения, мы предлагаем деньги, чтобы задобрить спорщиков. Пираты пожимают руки, и мир восстановлен. Так, 21 монета – это малая плата за то, чтобы у нас в нашей общине все было хорошо, и ни одного очка сплоченности мы не потеряли, что просто прекрасно. Так, давайте, значит, теперь будем разбираться, что нам требуется. Во-первых, нам, конечно же, требуется очень серьезно прокачаться в плане обороны. Вот, порох доставляется, но его пока мало, всего 8. И, соответственно, только небольшая часть из необходимых запасов ядер здесь, в этой башне, производится. А в этой башне, судя по всему, вообще ничего. Да, я прав. Ни пороха, ни запасов боеприпасов здесь нет. Так, однако, есть торговый пост. Запасайте ресурсы на торговом посту, чтобы продавать их за монеты. Наличие 0, стоимость строительства 100 монет и 50 древесин. Так, куда я его могу? Теперь я, значит, вот только здесь могу это сделать, да? Ну, а в принципе, почему бы нет? Конечно, можно было здесь это сделать, но тут я понастроил всякие разные лестницы, и уже эта скала мне недоступна. Ладно, хорошо, тогда здесь встает торговый пост. Хорошо. Его мы построим, но предварительно его, конечно же, нужно соединить. Так, какой-нибудь переход сделать. Наверное, может быть и вот так даже. Фиг. Прекрасно. Так, ну это уже что-то, что нам позволит развиваться. Так, однако мне не очень нравится, что у меня всего один пороховой завод и один сборщик гуану. Его здесь много, он работает прекрасно, точнее двое здесь работают прекрасно, а пороховой завод, конечно же, мог бы поработать и побыстрее. Объявить аврал для этой постройки. Количество содержания носильщиков удваивается, производительность возрастает на 50%. Не хватает бродяг. Опять у нас проблема с человеческим ресурсом. Так, ну вот, интересно мне, как поставить ловца ракушек. Нужно открыть ловца ракушек сначала. Так, ну окей, хорошо. Пока у нас не хватает бродяг, давайте-ка мы с вами еще поработаем. Вот так. Экипажем. Вообще с экипажем мы, наверное, можем вот так это сделать. Нам реально не хватает людей, поэтому мы сделаем вот такой финт ушами. Пока раскомандируем эту нашу команду, переквалифицируем их в бродяг. Пусть они нам приносят пользу здесь, пока мы не отправляемся в какое-то путешествие. Ну а дальше, если вдруг мы решим куда-то отправиться на архипелаг, мы, конечно же, людей призовем, команду соберем, и все у нас будет по красоте. Так, питьевая вода, нам нужен бак, его у нас нет. Тоже, да, пресную воду будем собирать с вами чуть позже. Так, ну и тогда получается, что пошел порох, его реально много. Не знаю, будет ли успевать каменотес. Возможно, точнее углежок. Вот это он, да? Да, можно здесь, конечно же, тоже будет аврал объявить. Но пока запасы присутствуют. Что ж, пусть народ пока бегает, суетится. Надеюсь, все у нас получится. Так, и давайте посмотрим по поводу... Вот одно ядро готово, да? А пороха нет. Угу. Ну вот, несут вроде бы. Так, а в эту башню надо тоже принести. Да, и вот человек пошел, теперь эта башня тоже будет постепенно ресурсы восстанавливать. Ну, конечно же, на 2 башни уже наши пороховые мастера зашиваться будут, это точно совершенно.
Ладно, пусть здесь ядра сделает, скопит какое-то количество. Потом мы ее приостановим. Так, вот там какой-то корабль. По-любому разведку проводит. Так, что у нас здесь есть еще на острове? Да, смотрите, есть волокно, есть камень, есть известь, которую пока нам не предлагают собирать. Здесь у нас ячейка причала. Можно строить что-то. Так, ну и вроде бы всего здесь много в достатке. Вот это что такое? Медная руда. О, класс. Но, блин, вот единственное, только я не понимаю эту механику, что здесь я, естественно, не могу ничего добыть. Чтобы это добывать, здесь где-то должен стоять лагерь. Это сколько лагерей у меня здесь будет на острове? Мне кажется, что в какой-то момент здесь начнется такой адовый менеджмент, что я не знаю. Это будет реально тяжело. Так, здесь есть соль. Тут тоже какие-то обломки, посмотрите. Здесь тоже соль. Так, здесь что? Обломки, яйца птиц, сами птицы. Так, угу. Почему-то яйца отдельно. Так, здесь что у нас? Ничего. Ну, вроде так. Интересно, конечно, нарисовано, мне очень нравится. Как ячейка причала тоже здесь есть, то есть как бы нам намекает, что и здесь может быть лагерь. Вот она, площадочка. Под это ракушки какие-то. Здесь что? Жемчуг. Ого. Причем большое месторождение это. Угу. И снова известь. Да, понятно. Так, ну вот с высоты птичьего помета, так сказать, выглядит все очень симпатично. Ну и пока скучновато в плане того, что производится порох, и мы в него немножко упираемся. Ну вот, бродяги у нас есть, но им здесь сложновато. Так, порох вот только первая партия, судя по всему, пошла, потому что ничего здесь не было. И вот только человек доносит первую партию пороха. Да, вот 10 единиц принесли. И здесь тоже десяточка. Но уже одно ядро готово. Конечно, производство прям супер маленькое, какое-то медленное. Все остальное выглядело как-то пошустрее. Так, ну и что еще можно здесь улучшить? Давайте посмотрим. Углежок вроде справляется. По крайней мере, сейчас нам пиктограмма стрелочка вверх намекает на то, что ресурсы мы копим. И это замечательно. Идем в небольшой плюс, так сказать. А значит, что еще мы можем отсюда собирать? Выберите ресурс, создайте переход. Так, у нас идут в минус бревна. Непосредственно исходный ресурс. Да, мы его очень сильно теряем. Так, лесопилка вроде бы чувствует себя неплохо. Так, ну и давайте тогда, да, действительно, вот аврал на уровне хижины дровосека. Я думаю, что идея неплохая. Так, и посмотрим, я теперь забыл, как расход ресурсов слишком высок. Сооружение не может удовлетворить спрос. Вот это сооружение периодически не может удовлетворять спрос. Ладно, И что у вас? Расход высок, а похлебки нет. Хорошо, кто готовит похлебку? Где мой костер? Где мой костер? А, это костер и есть. Так, а мы здесь потребляем, да? Угу. Так, ну тогда чего? Аврал объявлен. Погнали делать похлебку. Все, похлебочка пошла в плюс. Вот это не понимаю, что. Носильщики. А, это кто сейчас сюда бежит, чтобы тащить эту похлебку? Да, вот он несется с этим, как он называется, котел за спиной. Все расплескал, пока бежал. Ладно, хорошо.
Так, самогонный аппарат. Вроде бы все в порядке. Так, кто еще? Но все еще пока проблема, да? Хотя вчетвером. Может быть, еще один костер поставить? Не знаю. Так, склад заполнен. И чем ты заполнен? Что-то забился. Так, это склад у нас в первом лагере. Так, интересно. А почему ты не носишь самогонный аппарат? И это самогонный аппарат. Ну, вроде отсюда есть переход. Так, хорошо. На таверна приносит самогонный аппарат. Вот отсюда тоже, да? Давай, понесли. Вот, сделали траекторию. И сейчас тогда люди начнут переносить этот склад. Все, с этим будет хорошо. Так, что еще? Пороховой завод тоже заполнен, да? Ну, на самом деле, у нас, во-первых, мы несем сюда. Все у нас здесь в порядке. Вот, все. Пошел человек. Так, и здесь тоже, да? Что у нас? Тут вроде бы все происходит. Тогда не очень понятно, почему. Так, ну вот, новая ветка. Давайте посмотрим, что у нас здесь появилась. Новая задача. Так, есть наладить эффективные транспортные маршруты. Таверну. И здесь мы можем получить тоже ачивку. Так, и тогда в компасе можем это потратить. Хорошо. Легенды живут вечно. Заслужите себе имя среди пиратов. Взгляните в лицо опасности, бросьте вызов невозможному и победите саму смерть. Так, значит, мы можем. С каждым рангом повышается объем производства лесопилка. Так, хорошо. И горная нора. Каждое игровое заведение повышает эффективность всех производственных построек в пиратском лагере на 1 час. Прирост эффективности зависит от броска кубиков и может достигать 30%. Стоимость броска в монетах 120. Не уверен, интересная механика, но не уверен, что она мне сейчас нужна. И вот зиплайн появился. Самый быстрый способ спуститься вниз. Так, увеличить объем производства лесопилки на 1 единицу. Или получить зиплайн. Мне кажется, что зиплайн интереснее. Давайте. Все, берем. Так, хорошо. Больше пока задач нет. Есть дневник. Так, волны судьбы. Без друзей никуда. Пора обзавестись парочкой друзей. Завершить первое задание на любом пути принципов. То есть вы предлагаете мне вот это вот, да? Одно из завершить. Так, хорошо, я не понял. Наверное, задание это имеется в виду вот все 3 или что? Непонятно. Так, ладно. Или задачи вот эти имеются в виду. Первая задача построить склад. 3. Так, у нас 2. Но это не проблема. 3 построить мы сможем, конечно же, легко. Так, давайте по поводу зиплайна подумаем. Может быть, сделать отсюда прям сразу сюда, чтобы они не в обход уж лупились. Так, и тогда, значит, у нас появляется зиплайн. Мы можем прямо вот отсюда, прям сюда сделать такую траекторию. Прекрасно. Мне кажется, это будет супер быстро и эффективно. Да, вот он, один прямой путь. Прямиком с крыши таверны на оружейную башню. Посмотрим сейчас, заработает ли оно. Так, вот человек зашел в пороховой завод. Загрузился, так сказать. И посмотрим, будет ли он использовать зиплайн. Сдается мне, что нет. Или... Нет, Додик пошел... ну он пошел в эту башню. Ладно, хорошо, мне нужен другой Додик, который должен нам доказать, что ИИ здесь вполне себе сообразительный. Куда он попер вообще? Как это он себе представляет? Куда-то пошел здесь, зачем-то карабкается. Ну он донес и пошел, значит, таким путем. То есть здесь спустился, тут поднялся. Хорошо.
Мне его осуждать не стоит. Так, здесь они несут гуана новое. Так, производства пока нет, странно. Да, и вот он использует зиплайн. Да, быстро добрался. Хорошо, значит этот путь работает и серьезно так экономит нам время. Интересно, назад он сможет спуститься или нет? Как будто бы и нет. Не знаю, не вижу его. Он пришел и как-то растворился. Где он вообще? Ладно. Так, ну и вроде бы мы пока что сделали все, что могли. Что у нас еще зашивается? Эти продолжают зашиваться, хотя мы уже дали все, что можно. Расход очень большой. Расходующие постройки одна, но большой расход 25. Производим мы 24. Да, как будто бы нам просто не хватает еще одного костра. Ну, слушайте, нам, мне кажется, не проблема его сделать, да? Допустим, здесь. Вот так. Поставим его. Сейчас его построят, переход уже автоматически подцепился. Вот человек пошел. Здесь тут у них вообще туса, смотрите, на бочке катит. Вот это да. Так, все, стройка пошла. Так, ну и вторая похлебка будет отсюда доставляться. Вот уже люди побежали. Сейчас посмотрим. Да, но иконка ушла, значит мы с едой здесь, с потреблением решили вопрос. Значит здесь все будет неплохо. Так, склад опять заполнен. Теперь у нас каменотесы, да? А, гуану. Мы столько добыли, что нам как будто бы и не надо. Но потребление у нас только здесь. Ставить еще один пороховой завод, я даже не знаю, куда. Здесь он не влезет, мешает вода. Да, тут уже у нас острая нехватка земли. Так, ну вот можно было бы поставить, но тоже на острове не хватает бродяг для обслуживания постройки. Опять у нас забились люди. Так, ну построить мы ее можем. Да, друг под другом. Ну, проблема даже у нас не в производстве пороха, как по мне, а именно в том, что у нас очень много. Просто нехватка большая людей, чтобы можно было это все дело обслужить. Так, здесь, тем не менее, есть одно ядро. И здесь тоже одно. Хотелось бы, конечно, больше. Ну да ладно. Пусть работают. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь есть из заданий. Пока на нас никто нападать не собирается. Но можно ли куда-то... Основные задания. Вот, волны судьбы, без друзей никуда, пора обзавестись парочкой друзей. Не очень понимаю, что они имеют в виду под обзавестись парочкой друзей. Вот здесь у нас есть один из островов. Навигация с Чарли. Рекомендуемые параметры охотник. Так, не понимаю, куда пропало. Награды. Потратьте сюда корабль, чтобы поучаствовать в событии.
Рекомендуемый корабль-охотник. Выброшенный груз, чтобы участвовать. Так, и приют флебустьера. Отправьтесь сюда на одном из своих кораблей, исследуйте регион, оставайтесь в области, чтобы она была открытой. Так, ну... Можно теоретически куда-то сюда сгонять. Пока на нас волны атаки нет, у нас есть какое-то время. Так, и давайте посмотрим, что еще здесь. О, а здесь много чего. Смотрите, моряки на плато, отправь сюда корабль, чтобы поучаствовать в событии. Вот сюда мы и пойдем. Так, и обломки корабля у нас есть, и еще помощь контрабандистам. На Феникс бегах. Так, рекомендуемый корабль Мародер. Но у нас, по-моему, не Мародер. У нас какая-то лохань нырявая, как сказал Эдвард Тич. Так, давайте посмотрим, что у нас. Сухопутная крыса, а им нужен мародер. Мародер, тень ночи, мародер, разрушитель. Да, не густо. У нас пока, конечно же, не так все шоколадненько. Ну да ладно. Давайте тогда назначим команду управления экипажем. Возвращаем людей. У нас их всего 4 вернулось, да? Угу. Так, ну и тогда, значит, у нас есть некие проблемки. Давайте посмотрим еще, что у нас здесь. Постройка работает быстрее за счет дополнительно привлеченных пиратов. Так, у нас здесь аврал. Отменить аврал можно. Вполне. Так, и у нас высвобождаются бродяги. Так, еще одна постройка. Здесь тоже аврал работает. Можем это отключить. И здесь тоже оставить. Так, еще одна постройка, тоже аврал в хижине дровосека. Отключаем, и заполненные склады. Здесь вроде бы, ну, как-то оно действует. Так, здесь у нас что? Вроде тоже все носят. Короче, у нас кризис перепроизводства, да, друзья? Много рома, много похлебки. Вроде бы нам столько не надо. Так, давайте тогда, возможно, я не знаю, остановим ее на какое-то время. Но это 2 человека всего-навсего. Так, хорошо, я пока назначу сюда команду. Вот так, 10 человек уже есть. Можно, конечно же, набрать еще, попробовать. Так, пороховой завод, Гуану. Ну, пока у нас здесь расхода нет, производство в порядке. Можно ее остановить, да. 2 человека есть. Назначаем их на корабль и отправляемся в путь. Починкой мы уже занялись. Улучшить корабль пока нам это недоступно. Можем его переименовать, но я не хочу. Пусть останется так, как есть. Так, и, соответственно, сейчас давайте посмотрим, куда мы можем отправиться. Так, чуть-чуть. Рекомендуемые параметры на похититель. Корабль нам нужен, скорость. Отправьте сюда, чтобы поучаствовать в событии. Так, здесь мы можем 50 человек найти и 3 очка. Урон от абордажа. Рекомендуемый корабль. Ну, я не знаю, давайте попробуем. Как-то, конечно же, стрёмненько. Сохранимся на всякий случай. Так, сохранимся вот сюда. Так, и погнали. Во-первых, сюда. Незадачливые моряки лишились своего корабля и теперь дрейфуют по океану. Легкая добыча. Вперед. Так, ну как раз это нам по пути. Потом заглянем сюда, к этому острову. Найдем здесь шороху. И вернемся, возможно, домой с добычей. Так, минута лишним в пути. Значит... Итак, корабль подходит. Во время путешествия мы натыкаемся на небольшой швыряемый волнами плот. На нем мы замечаем измученных мужчин и женщин из последних сил, цепляющихся за жизнь. Должно быть, они пережили кораблекрушение. Так, мы спасаем их, заставляем вступить в наши ряды. За все нужно платить. У нас есть 30 человек. Но теряем очки. На сплоченности не могу я это допустить. По негласному закону моряки должны помогать друг другу, причем бескорыстно, поэтому мы теряем монеты, но получаем очки сплоченности.
Или получаем 10 человек. Я за то, чтобы получить 10 человек. Мерси, монами. Бродяги наводняют нашу палубу. Галдя на разных языках и диалектах. Их лица оживляются, когда они набрасываются на еду и напитки. Так, хорошо, у нас теперь, соответственно, есть дополнительное количество людей. Так, здесь мы можем набрать 50 человек. Ну, давайте попробуем. В путь. Мы чувствуем пленительный запах сокровищ. Кто-то припрятал здесь свою добычу. Может, поищем ее? Так, ну давайте. Что это нам даст? Мы уверены, что где-то здесь спрятаны сокровища. Нужно разделиться и внимательно осмотреть это место. Так, осторожная разведка, отважные разведчики, триангуляция, затянутые пояса. Кто не рискует, тот не пьет ром. Мы получим припасы в зависимости от результата броска. Получаемый урон увеличивается в 2 раза. Вы получите фрагменты карты в количестве 7-8 штук. Так, 12 штук. Вы получите фрагменты 7, 8, 22. Так, ну не знаю. Давайте, наверное, вот это попробуем. Так, есть 22 фрагмента карты. У нас гости, должно быть, они сохраняют сокровища. Что ж, скоро их здесь не станет. Не успел зачитать. Так, и так, значит, кто не рискует, тот не пьет, никакой пощады, нанести урон. Внезапная удача. Так. Предотвращаем урон. Итак, 11 очков сразу, бабах. Пока не очень понимаю, экипаж не получит урона. Нам... Ни денег, ни добычи. Повезет в другой раз. Так, что ж, мы потеряли 12 человек. Блин, я ничего на самом деле не понял с этими картами. Что-то делаешь, что-то. Могила под водой. Потерять корабль. Наше судно уже не спасти. Что будем делать перед тем, как покинуть корабль? Спасем экипаж. Спасем капитана. Спасем добычу. Ну, экипаж, конечно же. Так, вот так внезапно мы потеряли корабль. Так, я так не хочу. Давайте еще раз. Нужно разобраться с этими боевками, потому что вот эти карты, тут ты теряешь, тут ты наносишь непонятно что куда. Еще раз, значит, забираем этих друзей. Так, у нас пока 12 человек из 15. Соответственно, есть припасы. Так, и есть прочность. Да, возможно, вот именно таким образом не все задания получится забирать, потому что, может быть, нужен какой-то более продвинутый, улучшенный корабль. Так, мы спасаем, заставляем вступить. Вот это же я выбираю. Так, соответственно, давайте-ка еще раз. Так, что ж, погнали. We've got company. They must be guarding the treasure. Too bad. What's theirs is ours now.
sent them running. Так, ну мы победили. Враги отступают. Похоже, они охраняли эту пещеру. Мы зажигаем факелы и заходим внутрь. Так, что мы здесь можем получить? Вы получите от 1 до 6. Я не знаю, единицы сокровищ. Как это вообще можно сказать? Теория капитана. Вы получите подсказки. В количестве 7-8 штук вы получите подсказки. Так, получить 1. Так, ну, наверное, здесь... Now that's a solid Событие пройдено. Ха, отличный улов, друзья. Забирайте все, что можете унести, и возвращайтесь на корабль. ship. Мы потеряли, значит, 4 человек. Припасы потеряли. Прочность осталась на месте. И я так понимаю, что мы 50 человек. Забираем с собой 3 очка сплоченности и дохлые жалкие 3 монеты. Ради этого мы тащились сюда. Это странно. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Нам нужна скорость, броня. Отправь сюда корабль, чтобы участвовать в событии. Мне кажется, нам рановато сюда прибывать. Не знаю. Можем, конечно, теоретически сохраниться, да попробовать. Так, торговое судно. Здесь мы можем его ограбить внезапно, да? Так, и... Ну, давайте сохранимся. Куда-нибудь новое сохранение. И попробуем. Чисто посмотреть. Так, похоже, на негостеприимной скале появились новые жители, да еще и при деньгах. Зовите меня Вороном. У меня к вам предложение. Мы с друзьями ищем одну весьма ценную безделушку. И если вы поможете мне вернуть ее, я познакомлю вас с парочкой очень богатых людей. Очевидно, что жадность и коварство его вторая натура. Мне это по нраву. Поможем ему, а потом обдерем как липку. Ах ты хитрый лис. Так, я уже заждался. Отправимся в джунгли, чтобы отыскать одну деревеньку. Так, ступаем осторожно, преодолеваем 250 метров. Так, отчаянные меры. Здесь мы получить урон по людям. Не хочу. Это нам уже, по-моему, недоступно. Так, это я не хочу. Так, у нас остался один урон. Так, задание провалено, да? Угу. Так, ну, в общем, понятно. Как только мы проваливаем задание, мы обязательно теряем корабль. Да, это не прикольно. Так, ну я попробую еще раз, поскольку сохранение позволяет. Давайте отправимся сюда еще раз и посмотрим. Возможно, другие карты мне позволят пройти это задание. Короче, урон, вот этот вот самый, и плюс припасы, плюс люди, это общие наши очки, которые мы не можем пропустить в ноль. Соответственно, нам нужно за этим следить. Я подозреваю, что... Сейчас он договорит. Looking for, да. Так, я подозреваю, что просто другой корабль, другого уровня или более прокачанный, он, конечно же, имеет больший запас. И мы можем, соответственно, в такие задания легко вписываться. Так, ну окей, значит, у нас сейчас очень много урона на запас, да, и мы
осторожно преодолеваем 300 метров. Так, ну вот мы потеряли припасы. Снова припасы и потеряли прочность. Так, соответственно, здесь уже... Так, ну я не знаю. Это я выбрать не могу. Да, ну в общем я провалил здесь эту всю историю. Это я уже не выбираю. Понятно. Загружаем еще раз. Пока не могу, видимо, в это задание вписаться, потому что нужен больше запаса по прочности у корабля, больше команды и больше ресурсов. Что ж, в любом случае людей мы здесь набрали, давайте вернемся домой. Так, как нам вернуться домой? Обломки корабля. Ну, я не знаю. Может быть, да, может быть. И можно попробовать сюда пойти. Далековато, конечно, но, может быть, там кого-то, кстати, и найдем. What will we find out Давай. there? Crowd that canvas. Так, моряки-негодяи, предатели короны, кто только не приставит к нашим берегам. Где-то новоприбывших принимают с распростертыми объятиями, а где-то относятся к ним с подозрением. Как нам поступить? Так, если мы берем на 25 человек, теряем 5 очков. Неприкольно. Заберем у них ценные вещи, потеряем все равно 5 очков. То есть в любом случае. Но вот это выглядит более таким рациональным способом. Старые и слабые нам не нужны. Умелым рукам у нас на острове найдется место, остальных отправим прочь на следующем корабле. Так, точно. Так, ну в любом случае люди появились. Так, может быть и сюда потом заглянем. Так, пока идет корабль к месту назначения, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, здесь всего одно ядро. Ничего фактически не изменилось. Да, пороховой завод работает, но как бы как-то медленно, что ли. Производство, расход ресурсов. А, у нас стоит на паузе, да? Ну давайте тогда ее восполним. Так, ну и все, и вроде должно пойти. Странно, что запасы здесь заполнены. Так, а я думаю, что можно отсюда реально перетаскивать на склад. И тогда, даже если эту постройку остановлю, я думаю, что мы можем таскать ресурсы вот отсюда. Да. И со склада, и... Да, он может сразу с двух мест таскать. Прикольно, хорошо. Так, ну мы уже у цели. Давайте я тогда сохранюсь. На всякий случай, мало ли что. Так, и погнали. Мы крадем часть сокровищ, забираем все. Странно. А, ну мы теряем 10 человек, а у нас столько нет. У нас 8, по-моему, на корабле осталось. Так, хорошо. Тогда вот так. Так, у нас появилась соль. Так, есть помощь контрабандистам. Получим. Получим мы здесь либо люлей, либо награду. Так, и китовый след. Возможная добыча. Возможная добыча у нас здесь будет какой-то... То ли друг, я не знаю, кто это вообще. Так, ладно, давайте-ка посмотрим, что есть поближе и пока что побезопаснее. Вписываться в какую-то дичь будем чуть позже. Так, ну здесь я тоже не могу.
Ладно, значит, имеет смысл сейчас вернуться домой. Там немножечко подремонтироваться. Вот, и как бы будет у нас, я думаю, все по красоте. Set a course. Возвращаемся в родной причал. Можно было, конечно, вот этого закошмарить человечка. Ну ладно. Так, и давайте посмотрим. Мне не очень нравится, и непонятно, почему до сих пор у нас здесь по одному ядру. Означает ли это, что она заполнена и больше не надо? Максимальная вместимость 1, ну то есть все, конец. Поэтому здесь все копится, ничего не происходит, я понял. Так, тогда, ну все, сюда мы забиваем гуану. Сюда же мы можем забить и порох. Так, давайте-ка, кстати, это и сделаем. Почему у нас на складе может не быть пороха? Вполне себе он может быть. Вот отсюда мы его заберем сейчас. Отлично. Пусть носят. Так, корабль вернулся, и давайте посмотрим. Увеличить число пиратов до 100, задача выполнена. У нас, смотрите, 65 бродяг. На ближайшее время у нас проблем с рабочей силой вообще нет. Мы их сразу же производим в ранг юнг. Так, Анрата возвращается, 3 события мы прошли, ущерба не было. Экипаж мы потеряли, конечно, и расход припасов тоже у нас был. Но мы добыли монеты, 3 очка сплоченности и немного соли. Позволяет продлить срок хранения еды, замаскировать плохие поварские навыки. Стоимость ремонта — это похлебка, алкоголь и дерево. Так, хорошо, я, конечно же, What will we find out there? ремонтировать его хочу, но у нас нет урона, поэтому можем попробовать улучшить, но пока это нам недоступно, жаль. Так, что еще? Груды добычи. Здесь мы можем перетащить все это дело на склад. Хорошо, как нам это перенести? У нас есть здесь уже все занято, а вот здесь у нас есть склад, по-моему. Тут что-то можно назначить. Нет, здесь у нас камень. Максимальное количество ячеек. Камень, алкоголь, просто все забито. Здесь все рады. Сыто пьяно у них происходит. Так, ну вроде бы по поводу лагерей вообще вопросов ноль. Не знаю, стоит ли ждать задания от игры, чтобы там, как говорится, нам сказали, что вы постройте 3-й лагерь. Или же сделать это самостоятельно и уже начинать играть, как говорится, без особых подсказок. Вариант такой, кстати, присутствует, но единственное, только не открыто у нас. Не открыты у нас некоторые здания. Поэтому в любом случае, как будто сюжетные задания нужно проходить, чтобы эти здания получить. Досок у нас просто колоссальное количество. Так, домов. Хватает ли у нас домов? Надо будет сейчас посмотреть. Есть задачи, мы за них получаем очки. Все прекрасно. И значит, здесь мы их сразу же можем потратить. Мародера мы получим, конечно, я так понял, что только в случае, когда мы прокачаем все. Поэтому, ну, значит, берем и качаем. Тут без вариантов. Воздушные подъемники делаем. И, соответственно, камень с плеч. Сортировочный док у нас есть. Каждый сортировочный док снижает затраты на строительство и ремонт кораблей на 20%. О, это прикольно. Я бы хотел, только у меня этой ветки нет вообще. Так, а здесь давайте почитаем. Погоня за ветром с каждым рангом повышает объем. Производство постройки парусный мастер. Так, и воронье гнездо. Каждое воронье гнездо будет приносить вам 20 монет. Каждое событие исследования. Доступные очки. Так, и мачта. Основа различных объектов инфраструктуры занимает, например, зиплайнов. Доступные очки. Так, ну, в любом случае, это нам надо все. Поэтому берем. Ну, уже что-то интересное. Продвигаемся дальше. Так, хорошо. Значит, что еще у нас нужно сделать? Феник просит вас тайно перевести его. Что может пойти не так? Да не так может пойти вообще все. Нас могут перехватить. Человек по имени Энрике хочет спасти своих друзей от виселицы. Взамен он обещает власть. Так, вторая сложность. Рекомендуемый корабль-разрушитель. Да, мы пока не можем. Это все вторая сложность. Блин,
Мы упираемся уже реально в то, что нам нужен новый корабль. Course. Только я не понимаю, как его открыть. Да. Сухопутная крыса не лучший пример корабля, идет медленно, грузоподъемность небольшая, да и места для команды маловато. Так, невидимый неуловимый лунный свет бороздит океанские просторы под покровом ночи. Это тихий, стремительный, маневренный корабль. Идеально подходит для перевозки контрабанды в опасных водах, куда мало кто осмеливается соваться. Так, ну... Я не могу его построить, у меня не открыт. Как мне его открыть? Пока не понимаю. В меню компаса мы его можем открыть, да, понятно. Значит, я должен в любом случае что-то из этого еще по одному разу прокачать, чтобы эти корабли мне стали... Да, вот золотоискатель, здесь похититель, здесь мародер мне будет доступен, да. Еще один стек заданий я должен буду пройти. Так, каменщик у нас тоже забился, здесь заполнился. Может быть, еще один склад сделать. В принципе, идея неплохая. Давайте попробуем. Да, здесь у нас есть переходы, различные мачты. Это то, что нам стало доступно. И давайте посмотрим. Склад. Вот тут мы можем его прячать. Ну и давайте поставим его вполне себе. Так, есть ли к нему переход? Как будто бы нет. Вот так мы его дотянем. Вполне теперь здесь все производится. И отсюда можем прийти, ну, например, сюда. Да, тоже выглядит неплохо. Так, что ж, и тогда я сейчас назначу. Кто здесь будет чем заниматься. Так, быстро бежит с этими досками. Так, ну смотрите, с досками и с выпивкой, и с похлебками у нас теперь вообще проблем нет. Что-то как-то прям очень все хорошо стало. Так, все, склад есть. Назначаем заполнить это камнем. Назначаем заполнить это. Так, что у нас здесь происходит? Здесь тоже, по-моему, до шиша всего производится. Давайте назначим. Пусть будут и доски в том числе. Может быть, камни, не знаю. Не уверен. Давай пусть тащат доски сюда. Бревна. Хотя нет. Нет, давайте-ка уберем. Как убрать-то? Вот, убираем переход. И добавляем сюда готовые доски. Так, ну и соответственно еще можем достать... Наверное, порох, я не знаю, может быть. Ну давай, да. Еще четвертый ресурс можем. Вообще прекрасно. Так, что у нас доступно? Есть и горная нора. Каждое игровое заведение повышает эффективность всех производственных построек в пиратском лагере на 1 час. Прирост эффективности зависит от броска кубиков, может достигать 30%. Ну, короче, здание бесполезное, использовать я его, наверное, не буду. Но есть и есть, как говорится. Вон, все, оно здесь уже прикрутилось само автоматически. Так, хорошо, к нашим берегам пристал корабль с беженцами, оно выглядит просто ужасно. Одному Нептуну известно, что за страшная болезнь их поразила, что же нам делать? Так, ну это точно нет. И, к сожалению... Возьмем только здоровых, у нас нет лекарства. Извините, ребят. Так, хорошо, есть люди, но... Хватает ли нам домов? Людей очень много.
здесь просто муравейник какой-то. Все чем-то занимаются. Еще какая-то вакханалия здесь творится. Так, немного перемещаем роли и задачи. 15 юнг. Хочется... Как-то юнги выглядят, на самом деле, звучат не очень профессионально. Новобранцы какие-то. Нам нужны опытные моряки. Опытные пираты, бесстрашные. Может быть, даже немного кровожадные, но... Пиратская романтика. Кодекс. Все дела. Так, ну здесь все нормально, я все сделал. Здесь каменщик работает в поте лица. Аврала нет и вообще не добывает, все прекрасно. Здесь карьер тоже вполне работает. С готовыми камнями. Ну, запас есть, запас есть. Все в порядке. Так, тут тоже вроде бы все хорошо. У нас очень много выпивки. Я не знаю даже, что еще нужно здесь предложить им построить, сделать. Как будто бы надо, блин, что-то сделать, чтобы получить корабль, но я не знаю. Так, у нас появились задачи и есть опыт. Склад мы построили, в любом случае третий, да? Да, я забыл, что его нужно было сделать. И вот оно, самое. Мы получаем корабль-похититель. Что ж, есть веревочник, мы можем нанять на этот экипаж после постройки подходящего корабля. И здесь уже не только юнги, но и, видимо, какие-то более опытные матросы. Что ж, это замечательно, мне это нравится. Теперь я могу построить корабль. Стоимость строительства 10 монет. У нас нет веревки, позволяет привязывать паруса кораблей бунтовщиков. Производство ресурса не налажено. Давайте наладим же его, друзья. Если это возможно, потому что что-то я не вижу эту постройку. Так, а вот есть веревочник, отлично. Сколько веревочки не виться, в наличии 0. Куда это можно поставить? Давайте посмотрим. Что-то мешает, что-то мешает. Вот здесь ничего не мешает. И я бы здесь ее с удовольствием поставил. Вообще выглядит классно, эпично. Какая-то штука с парусиной на горе, на отвесной скале. Сейчас мы это все сделаем, построим. Значит, что-то еще здесь доступно или нет, я не знаю. Так, вот оно пошло. Так, нет носильщиков и нет веревок в наличии. Правильно, мы не можем производить веревки, потому что нам нужно волокно. А на волокно еще нужно его как-то добыть. Как его добыть? Так, листорез. Вот он самый. Так, давайте-ка, ребят, просто сейчас очень внимательно. Это рыба, это не то, это вода. Где было волокно, пожалуйста. Не говорите, что я опять поставил все не туда. Ну точно, неужели придется ее сносить? Вот есть волокно, но это слишком далеко. Так, давайте попробуем. Боюсь, что... Да, это вне зоны досягаемости. Вот она незадача. Нахрен она, эта зона досягаемости, вообще нужна? Где ж мне теперь тебя поставить? Ради волокна мне придется... Ну нет, волокно вот здесь у меня будет. Да, ну тогда, конечно же, как-то вообще не в тему у меня этот... Здесь человек. Так, хорошо, как тебя снести? Снесли. И поставим мы тебя также на скалу, раз уж такое дело. Но прям рядом с волокном. Вот так вот мне будет красиво здесь, и сразу дорожки подготовили. Все, сейчас все будет по красоте. Свободные руки у нас в наличии. 65 человек. Сразу назначаются необходимые люди. И носильщики, и производственные ребята. Все, пошла движуха. Здесь запас. Это не количество произведенного, это запас этой руды. То есть оно еще и конечно. Мы отсюда это можем вынести рано или поздно. Как с камнем это может произойти. И тогда нам придется искать новые месторождения. Вот такие дела. Я как-то на это внимание в прошлой серии не обратил. Это интересно, это усложняет задачу.
А что будет, если мы весь этот остров очистим, то останемся без ресурсов. И как же мы будем дальше выживать? Надеюсь, нам это не предстоит узнать. Не хотелось бы. Так, ну и вроде бы все уже неплохо. Волокно производится. Все, здесь пошел процесс. Так, давайте тогда посмотрим, что по кораблям. Улучшить корабль до. Можем теперь мы это сделать. У нас уже есть запас. Акулий зуб улучшаем. Вот такая механика. Разобрали, какой-то понтон сделали. Интересно. Так, ну и строительство идет. Сейчас посмотрим, насколько быстро на 3-й скорости это происходит. Сейчас нам должны привезти веревки. Я думаю, дело пойдет. Ну очень быстро, да. Не хватает еще 7 единиц. Так, сделка с подлецом. Один богатый купец сомнительной наружности хочет у нас что-нибудь купить. Некоторые пираты высказались резко против идеи продать ему наши товары, нажитые столь тяжким трудом. Так, ну давайте посмотрим, что нам это дает. Поделиться ромом у нас нету, поделиться хлебом, хлеба тоже нет, поделиться порохом. Ой, не хотелось бы, но монеты, кстати, заманчиво, монет очень много. Но очки сплоченности, ничего не продадим, наберем, да, нам очки сплоченности сейчас важнее. Сделка с подлецом от этого купца, у нас мурашки бегут по спине. Мы не станем с ним торговать. Пошел ты нафиг. Надеюсь, нам это не обернется чем-нибудь нехорошим. Так, вот несут еще последний стек веревок. Так, и сейчас мы посмотрим, как это выглядит. О, вот такой корабль. Морские разбойники, у нас новый экипаж и винокурня. Так, для меня маловат, но против Амары хватит и такого. Эдвард Тич снова главный хейтер. Так, значит, новая постройка есть. Давайте посмотрим сразу же. Есть хлеб, есть свинопас. Земляная печь. Да, это интересно, и стоит, я думаю, это построить, почему бы и нет. Так, и есть сразу 3 постройки. Ферма сахарного тростника, бандарь и винокурня. Угу. Так, я думаю, что мы можем вполне заложить где-то здесь на утесе эти постройки. Не знаю, как это вообще будет. Так, лагерь Штормград. Ну, здесь места должно хватить. Поэтому давайте попробуем все, что связано с вином. Попробуем здесь и сделать. Так, есть ли у нас здесь что-то связанное с элем? По-моему, нет. Вот оно. Самогонный аппарат, да, здесь. Тогда винокурня, не знаю. Но сюда я точно уже ничего не поставлю. Если только вот здесь на утесе попробовать. Можно, кстати, да. Ферма сахарного тростника будет наверху. На это здесь соединится чик. И сюда, но уже, конечно же, наверное, не влезет. Да, жаль. Можно было. Так, ну, может быть... Нет, смотри-ка, не влезает никуда. Что-то мешает. Только здесь. Ну, такое себе, конечно. Тут у нас есть рыба, поэтому сюда явно просится... Домик какой-то, я не знаю. Ну да ладно. Неужели, ну... Ладно, поставим, посмотрим, как оно пойдет. В любом случае, ему нужно делать переход. Вот такой. Блин, не совсем такой я хотел. Нет, нет, нет. Снести. Давайте нормальный переход. Прям сразу сюда. Вот так как-то. Вот такая постройка, конечно, интересная. Но в любом случае люди зато могут уже сюда дойти. Немножко хаотично все это у меня уже располагается. И бутылка рома, ачивка, построить свою первую винокурню.
Так, хорошо. Несем это откуда? Так, производство, расход ресурсов. Так, такое ощущение, что... А, я сахарный тростник не построил, точно, точно. Вот здесь как бы его можно поставить. И тогда они как раз сюда все вместе соединяются. Прекрасно. Так, есть еще одно очко. Так, вот этот синий якорь. И ставим тогда уже воронье гнездо. Судя по всему, это будет приносить вам 20 монет за каждое событие. Это что-то типа, если я не ошибаюсь, воздушный шар можно будет здесь построить. Давайте посмотрим, как это выглядит. Воронье гнездо. А нет. Он стоит здесь. И давайте-ка... Ну, вот тут я уже не дотягиваюсь в любом случае, да? Классно оно смотрится здесь, прикольно. Сюда уже построить не могу. А здесь могу. Вот так. Шикарно выглядит вообще, просто дизайн классный. Если бы у меня в детстве был такой дом на скале или на дереве. О-о-о. Так, ну все, процесс пошел. Ферма сахарного тростника работает. Винокурня работает. Есть у нас бандарь. Проверяет бочки, производит их, закатывает вино. Ну, в общем-то, казалось бы, что и все по красоте. Так, не хватает у нас. Ждать в пункте снабжения не хватает ресурсов. А крепкая древесина. Так, ну-ка. Так, крепкая древесина у нас только здесь, что ли? Я что-то не уверен. Нам нужно отсюда ее нести, конечно же. Понесли. Так, вот они загрузились вдвоем. Сейчас посмотрим, как это сработает. Так, нужен здесь какой-то, мне кажется, переход. Более понятный, что ли. Потому что они идут как-то снизу, сверху, туда-сюда. Да, давайте построим нормальный переход им. Такой fast travel. Вот отсюда, я думаю, что, допустим... Ну или вот так, и вот так. Будет побыстрее всяко. Да, посмотрите. Поднимается воздушный шар. Такой лодочкой. Прикольно. Выглядит это все действительно интересно. Так, ну и пока что вроде бы всего у нас хватает. Здесь осталось еще одно очко. И будет у нас доступен уже корабль, бегущий по волнам. Так, ну это все корабли второго уровня в любом случае. Я уже не знаю, я уже так как-то... Не знаю. Охоточка у меня появилась по поводу каких-то третьих уровней уже. Я не знаю, хочу сделать такой корабль. Так, ну в любом случае команда у нас теперь 30 человек. Еще бы нам назначить людей, но почему-то предел корабля... 30 это максималка у него, да. Ну понятно. Возможно, нам придется собирать налоги, чтобы наполнить сундуки. Ой, это не очень. Так, логово сабельщиков у нас терпит неудачу. Почему? Потому что в постройке таверна у нас нет запасов. Нет запасов в таверне. Что случилось? Почему? Так, ну потому что у нас... Выберите ресурс. Так, сюда давайте понесли. Так, и... Так, хорошо, и вот здесь. Люди не ожидали, что на нашем острове придется платить налоги. Да, внезапно. Но наши сундуки опустели, и нам неизбежно придется взимать какие-то сборы. Чтобы выжить, нужно принять трудное решение. Так, что ж, налоги не выход. Теряем очки, но получаем монеты.
Выбирайте деньги или жизнь. Ну, здесь, конечно, не вариант. Так, нет, никаких налогов. Вы чё, придурки? Нам не пристало собирать налоги, мы ведь не корона. Как говаривал великий пират, они грабят бедняков, прикрываясь законом, а мы обираем богачей, пользуясь лишь собственной храбростью. Если нам нужны монеты, лучше отнять их у зажиточных купцов и подлых аристократов. Вот это по-пиратски. Так, точно. Так, хорошо. Значит, здесь у нас, давайте-ка посмотрим. Если у нас здесь таверна, вот таверна, здесь надо понести вот это винишко сюда. Так, винишко у нас производится. Так, но его, конечно же, пока маловато, поэтому давайте-ка ускорим этот процесс. Вот так, все побежали. Так, ну и вроде бы хорошо. Да, у нас бунт, мы не удовлетворяем базовые потребности пиратов, и недовольство растет. Надо срочно что-то сделать, подкупим их деньгами. Так, окей, сейчас мы все удовлетворим. Ну-ка, погнали. Так, вот пошел рост. Да вроде же мы все сделали. Всего 5. Сюда донесли. Чего вы так на вино-то посели? Было же ром или пиво, что это было? Все же вас устраивало. Так, не знаю, как там сейчас будет у нас пока что. Ну, растет, задание завершено, хорошо. Фу. Мы быстро совсем разобрались, и все у нас стало прекрасно. Так, хорошо. Этот лагерь нам немножко нервы потрепал. Опять начинается уменьшение. Что вам не нравится, а? Так, давайте-ка поставим еще одну винокурню. Я думаю, что имеет смысл это сделать. Быстро. Плантацию сюда мне поставьте. Так, чик. Это сюда. Чик. И это сюда. Чик. Все, быстро погнали. Понеслись. Да, вот такие вот внезапно происходит у нас движения. Так, ну и давайте. Здесь оврал. Ну, чуть-чуть же осталось донести. Одну доску не донесли. Так, ну вот, хорошо. Значит, пошли, ребятки. Сразу все подцепилось. И сейчас, я думаю, пойдет уже на лад вся история. Балансируем прямо на краешке. Так, однако, вот отсюда мы понесем. Полный тотальный аврал. Задание завершено в очередной раз. Все хорошо. Ну, сейчас выпрямим, я думаю, никаких проблем с этим не возникнет, но просто небольшая запинка случилась. Вот уже несут. Так, здесь тогда можно убирать переход. Пусть тащат в эту таверну отсюда.
А здесь уже непосредственно у нас будет... Да, здесь непосредственно будет вот отсюда происходить. Это будет быстрее и намного эффективнее. Так, что ж. Вроде бы неплохо мы с вами здесь прокачались уже. Какие-то новые постройки нам сегодня открылись. Задание выполнили. Самое базовое, но тем не менее вроде бы стараемся здесь балансировать. Как-то с первым лагерем начались проблемы по поводу вина. Вдруг внезапно они захотели именно вино. Ну да ладно, вроде бы все производится. Аврал объявили. С этим, я думаю, мы как-то справимся. Так, ну и... Да, вот уже 41, 42. Все пошло на лад. Хорошо, с едой вроде бы все полный порядок, с домами для жителей все хватает. Здесь у нас есть и горный дом, пока не понимаю что, ну-ка, бросим. Ну, деньги мы потратили, понятно, результат 2. Прибавка к производству на 5% на 1 час, но в любом случае неплохо. Все постройки вроде начинают на 5% лучше работать. Не бог весть что, но и на этом спасибо. Так, ну и, соответственно, да, 50%. Опять что-то у нас здесь по... вниз пошло. Вот 52, 53. Ладно, разберутся. Я думаю, что здесь проблему с вином, можно сказать, мы уже решили. Сейчас просто склады заполнятся. И будет все нормально. Так, здесь у нас... Ожидает, не хватает ресурсов. Доски. Доски. Угу. Нам нужны доски, ребят. Погнали. Так, в общем, да, за этим за всем приходится следить. Глаза разбегаются. Но вроде бы более-менее справляемся. Что ж, вот такая серия у нас на сегодня получилась. Корабль 2-го уровня уже при мне. 2 башни защищают наши лагеря. И, соответственно, вроде как все неплохо. Но уже с новым кораблем, с новым уровнем можно попробовать замахнуться на задание посложнее. В любом случае, более-менее я с этой механикой разобрался, а с этими картами, конечно же, не всегда с первого раза все очевидно, но можно будет продолжить такую тактику, сохранился и попробовал, чтобы уж совсем не как-то по-глупому не терять эти попытки и корабли в том числе, потому что корабль в случае проигрыша на задании идет ко дну, к сожалению, так. Вот, что ж, в следующей серии обязательно это попробуем. Так, что у меня здесь происходит? Чего мне не хватает опять? В пункте снабжения не хватает ресурсов. Крепкая древесина, вам не хватает. Что происходит у вас? Склад. Так, хижина дровосека. Ну давай, Аврал, погнали. Да, вот так вот, короче. Игра подкидывает постоянно, держит в тонусе, не дает расслабиться. В общем, в следующей серии попробуем замахнуться уже на задание посложнее. Посмотрим, что нам это даст. Надеюсь, что и по веткам развития теперь уже более-менее понятно, что в любом случае все эти тройные, скажем так, улучшения нужно делать, чтобы получить корабли этого уровня. Вот здесь пойдет 3, для этого нужно будет 5 улучшений произвести. Соответственно, улучшения нам открывают и здания, и технологии. В общем, здесь какой-то новый пороховой завод. Вот, все это будем с вами смотреть и с этим взаимодействовать. В общем, как-то так, друзья. Если понравилось это прохождение, эта серия, ставьте лайк. Не забудьте поделиться с друзьями. Возможно, они не видели эту игру, им будет интересно. Ведь пираты — это всегда интересно, всегда про приключения, всегда про что-то уникальное. Тем более игра радует вот этой детализацией и вообще вот этим дизайном ландшафтным. Очень мне это все нравится, прикольно. Да. Если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, не забудьте прожать колокольчик, чтобы получать уведомления. И увидимся с вами в будущем. Пока.